Ты можешь быть умелым мастером массажа, но если ты стремишься творить истинное, божественное искусство, погружая человека в глубины и вознося его до небес, разрывая ткань реальности и трансформируя воздух в божественный искрящийся нектар, тебе потребуется нечто большее, чем просто навыки. Сегодня я расскажу о 10 качествах высшего существа, которые сделают тебя на голову выше многих мастеров и которые ты сможешь использовать в своей практике и за ее пределами. Эти качества привлекут тебе не только людей и материальные блага, но и саму божественную энергию, которая является причиной всего сущего. На высокой горе Кайлаш, среди сияющих облаков, жил Господь Шива, великий разрушитель и Творец, хранитель бескрайнего покоя и неутомимой энергии. Его танец Тандава, символизирующий вечный цикл рождения, жизни и разрушения, поддерживая баланс во Вселенной. Однажды к Шиве пришел мастер тантры и спросил: «О великий, открой тайну твоей божественной силы, чтобы исцелять ею тела и души». Шива, улыбнувшись, медленно отвел взгляд в бескрайние просторы космоса. Его глаза, казалось, в этот момент видели все время и пространство. Затем он произнес: «В массаже, как и в любом деле, путь к божественному уровню только один. И состоит он всего из 2 слов. Другого пути нет, ибо эти 2 слова запечатаны в скрижалях вечности. В них вся мудрость и сила Вселенной. Потому кто обладает этим секретом, обладает и всей силой Вселенной». Шива сделал паузу, позволяя словам проникнуть глубоко в сердце мастера. Прошло мгновение тишины, которое было подобно вечности. Мастер смотрел на сияющего в медитации Шиву, левитирующего высоко над землей, приоткрыв рот в предвкушении обретения вечной истины, которая навсегда изменит его жизнь. Шива медленно и чуть улыбаясь приоткрыл глаза и с божественным величием произнес заветные 2 слова: «Отдавать любовь». Сами горы Кайлаш, казалось, вторили его словам. Мастер задумался, не понимая до конца смысла слов Шивы. Он закричал: «О великий, что это значит? Где взять любовь? И как ее отдавать?» Шива отвечал: «Любовь есть только у Бога. Чтобы получить ее, нужно обрести качества Бога». Мастер не унимался. «Какие качества? Как их обрести? Как я могу научиться этому?» Шива, почувствовав усталость от назойливого человека, поднял руку, и вокруг них закружился вихрь света и энергетических потоков. Все казалось магически перевернутым, и в этот момент Шива произнес: «Время твоих вопросов закончилось, смертный». Вспышка, и мастер мгновенно оказался на земле, далеко от подножия горы Кайлаш. А Шива вернулся к своему вечному танцу. Интересная история, правда? А что, если я скажу вам, что качества Бога существуют, и что, обретя их, вы действительно обретете самое дорогое сокровище на земле? Кроме способности делать божественный массаж, вы еще обретете силу Бога. Это значит, что вы будете иметь безоговорочное уважение, признание и никогда не будете ни в чем нуждаться. И я скажу вам, что каждое слово, которое я произнес, это чистая правда. Теперь я поделюсь с вами теми самыми качествами, которые мастер так и не услышал от Шивы, но обнаружил все их, занимаясь своим любимым делом, наблюдая за собой и Вселенной. Их всего 10, и каждый из них усилит ваши навыки в массаже и любом другом деле и сделает вас на голову выше остальных. Бог, обладающий бесконечной мудростью, всегда действует в нужный момент.
Его деяния никогда не происходят слишком рано или слишком поздно. Каждое движение, каждый шаг идеально соответствует настоящему времени и обстоятельствам. Похожим образом должны действовать и мы. В каждом движении, каждом прикосновении мы должны понимать, когда и как применить то или иное действие, чтобы обеспечить наилучший эффект. Не нужно спешить или отставать, но действовать, зная, что именно сейчас нужно клиенту. Это достигается с практикой. Но почему же мы спешим? Потому что мы боимся не успеть сделать что-то или боимся сделать что-то неправильно. Но страх – это не качество Бога. Трава не торопится расти, вода не торопится течь, облака плывут так, как необходимо. Все происходит так, как должно. Не нужно торопиться. Благодаря этому вы не только обретете качество Бога, но и получите внутренний покой, который передастся вашему клиенту и будет хорошим залогом для божественного массажа. Таким образом, это первое качество Бога, которое мы можем взять себе на вооружение. Итог. Наши движения должны быть неспешны. Даже если вам надо обойти своего партнера, чтобы работать с другой частью тела, передвинуть часть тела или даже просто вымыть руки для следующей процедуры, делайте это без спешки, не теряя контакта и с партнером, и с божественной сущностью. Если мы являемся проводниками божественной силы, то мы соединяем тело и душу человека с божественной энергией, которая не терпит спешки и суеты. Бог не самоутверждается. Его единственная цель – поддержание вечного танца Вселенной. Подобно Ему мы можем исполнять свой танец жизни с тем мастерством, на которое мы способны. Божественный мастер не ищет признания. Мы осознаем свою силу, глубину воздействия и нашу цель, которая не заключается в получении признания. Наше призвание – вносить гармонию, баланс и исцеление, оставаясь проводниками божественной силы, отказываясь от поиска признания. Ибо всякий, кто стремится к удовлетворению через поиск уважения и мирских благ, не получит ни того, ни другого. Но тот, кто стремится к божественному, получит и радость жизни, и материальные блага в подарок. Итог. Не критикуйте конкурентов или кого-то еще. Это портит ваш авторитет. Похвалите их. Не спорьте, не превозносите себя, не сплетничайте, не давайте советов, если вас не спрашивают. Не оправдывайтесь. Это все способы самоутвердиться. Бог целостен. Вся природа – это одна целостная структура, начиная с мельчайших частиц, заканчивая притяжением между галактиками. Все зависит друг от друга, перетекает одно в другое, и одно с другим сообщается. Хотя нашему уму часто хочется разделить что-то на составляющие, как, например, разделить массаж на разные движения. Но массаж должен быть целостным, как путешествие, или как одно целостное действие. Весь массаж как одно движение. Яркая божественная вспышка, недолгая в масштабах Вселенной, но бесконечная по своему воздействию. Бог постоянен в своих действиях. Вселенная движется и развивается каждый день, каждую ночь, каждую минуту. Мы, люди, нуждаемся в отдыхе и иногда чувствуем лень. Однако, если вы любите свое дело и хотите развиваться, нужно делать что-то для этого каждый день. Хотя бы по чуть-чуть. Мы растем в практике, а не в желаниях и мечтах. Единственная мотивация для Бога – это любовь. Бог, который звучит в движении звезд и шепоте ветра, всегда отдает первенство своему делу, поддержанию гармонии во Вселенной, независимо от обстоятельств. Он продолжает вращать галактики и наполнять травинки силой жизни. Из грандиозного космоса в мельчайшие проявления природы. Божественное постоянство пронизывает все сущее. Это служит примером для мастера своего дела, чья приверженность профессии столь же неизменна. Настоящий мастер, как и Бог, находит свою движущую силу в любви к своему делу.
к самому процессу создания и гармонии. Подобно тому, как Бог никогда не устает в своем труде, мастер продолжает совершенствоваться изо дня в день, укореняя свое мастерство в той самой любви, которая дает смысл всему сущему. Если вы не любите свое дело, бросьте его. Делайте то, что вы любите. Если не знаете, что вы любите, то ищите, ищите и ищите. Бог делает все именно так, как необходимо, ни хуже, ни лучше. Он не прикладывает лишних усилий и не делает меньше того, что нужно. Подобно этому мастер массажа действует с точностью и профессионализмом, применяя свои навыки в нужный момент и с нужной силой. Он не делает лишних движений, и его действия всегда соответствуют потребностям клиента. Как Бог создает гармонию в мире своими точными деяниями, так и мастер массажа создает гармонию в теле и душе клиента, работая так, как требуется для достижения наилучших результатов. Мы, конечно, должны работать над своими ошибками и стараться делать лучше, но не должны лезть из кожи и тратить энергию впустую. Мастерство – это не результат чрезмерных усилий, а результат постоянства. Итог. Не выслуживайтесь, не лезьте из кожи, не старайтесь заслужить что-то, в то же время не ленитесь, не делайте что-то спустя рукава. Бог не навязчив. Он приходит только туда, где его присутствие желают. Это очень важное качество. Не нужно навязываться. Если вы что-то предлагаете, предлагайте один раз. Если видите, что человеку неинтересно, уходите. Как бы вам ни хотелось помочь ему, человек не получит пользы от того, чего он не хочет. Навязчивость убивает пользу. У мастера массажа это называется чувство дистанции. Оно критически важно как в общении, так и в работе с клиентом. Каждый человек имеет свободу воли, и мы не можем вторгаться на его территорию без разрешения. Спектр наших возможностей зависит от того, как близко клиент готов нас подпустить, насколько он для нас открыт. Наблюдения показывают, что жизнь того, кто доверяет Богу, чаще всего наполнена смыслом и радостью. Мастер же, практикуя божественные качества, может стать более полезным, создать атмосферу доверия и тем самым расширить спектр своих возможностей для помощи. Бог изобретателен. Посмотрите на разнообразие форм жизни, на то, как устроен мир. Бог постоянно изобретает новые пути и формы, оставаясь при этом верным основным законам. Так и мы, оставаясь постоянными в своей практике, должны искать новые движения, новые подходы к своему делу. Не бойтесь ошибаться. Ошибки неизбежны. Они ступени для того, чтобы подниматься в своем мастерстве. Бог вездесущ. Так и мы должны окутать клиента, обволакивать его, работая сразу в нескольких зонах, стать его альфой и омегой, стать для него целым миром, бесконечным зеркалом, погружать его в глубины и возносить на небеса, погрузить его в глубокую медитацию, пробудить в его теле свет божественных чувств, использовать все свое мастерство, использовать все свое тело, создать атмосферу, добавить музыку, голос, звуки, тишину. Бог совершенен. В то же время мы, Его творение, несовершенны, но мы стараемся стать лучше, чем то, какими мы были вчера. Божественный мастер стремится стать похожим на Бога, танцуя свой танец с той же страстью, любовью и самопожертвованием, как и Создатель. Совершенство мастера заключается в его стремлении стать похожим на Создателя. Всего два слова – отдавать любовь. Без самоотдачи не может быть массажа, без любви не может быть массажа. В то же время эти слова связаны между собой, потому что любовь без самоотдачи становится эгоизмом. Без любви не может быть самоотдачи. Но было бы самонадеянно думать, что практика тантрического массажа – это сплошное удовольствие. Сейчас я опишу те испытания, которые ожидают вас на пути к тому, чтобы стать мастером. Ваши мотивы будут меняться, не пугайтесь этого. Сначала ученик тантрического массажа практикует движения, затем начинает самонадеянно считать себя мастером, действуя при этом эгоистично и легкомысленно.
Затем попадает в ловушку моральных терзаний. Вам будет казаться, что выхода из этого нет, что ваш труд не имеет смысла, и все, что вы делаете, это вред. Но самое темное время перед рассветом. Если вы продолжите практиковать, в один из дней во время практики вы почувствуете или даже увидите божественный свет, когда пространство вокруг вас превратится в чистейший, искрящийся божественный нектар. Вы почувствуете это всем своим существом, это будет настоящий божественный танец, и это будет только начало, духовное пробуждение. Возможно, вы пойдете другим путем, но я искренне желаю вам испытать это божественное ощущение и получить эту божественную силу.